М. Почему Нидерланды ругаются болезнями? Да, Ну, такой очень ба грубо, но за это да, можно прямо получить по да, лицу. да, он болтается между ног, да. Господи, что я сказал при детях-то? Ну, Как сапожники мы ругаемся сейчас. да, да. Всем привет-привет! Этот наш выпуск будет интересен всем, кто изучает нидерландский язык, но даже тем, кто не изучает нидерландский язык, это будет точно интересно. Мне все время задают один и тот же вопрос. Первый — это как ругаются по-голландски. Естественно, это очень важно, потому что мы живем в обществе, и это тоже нужно понимать и учить. А второй вопрос, когда люди узнают, как голландцы ругаются, то следующий вопрос: почему они так ругаются? Я начала на эту тему, потому что вопросы бесконечные, свое собственное расследование. И, так сказать, первым свидетелем, если можно так назвать, у меня или помощником у меня будет Анна Урех. Она историк, гид по Амстердаму. И сейчас она сама представится, и она очень много знает на эту тему. Поэтому с ней мы сегодня и будем беседовать. Аня, представься. Всем привет, меня зовут Аня Урих. Я в Амстердаме живу всю свою жизнь, то есть приехала сюда вообще с девочкой. Сейчас, да, я вожу экскурсии, я читаю лекции, я искусствовед. И у меня самый большой русскоговорящий блог в Инстаграме про искусство Голландии, про историю Голландии, просто про нашу жизнь здесь вообще, как мы живем, что мы делаем и иногда как мы ругаемся. Вот. Да. Ну, Анна, я не только пригласила как историка, но также Анна, так как у меня канал про язык, Анна прекрасно говорит на голландском языке, скажем так, наверное, ну, я не знаю, он у тебя первый или второй. Ну, А, он как бы второй, но, в принципе, мне даже иногда на нем легче, на да, голландском. ну, то есть потому что у тебя голландские дети, голландский муж, голландские друзья, поэтому, скорее всего, наверное, Школа была в Голландии, да, университет был в школа. Голландии, все было здесь, Все в да. Голландии, да. Могу себе представить, что, наверное, он перешел в разряд первого языка. Я знаю, что тебя подтролливают иногда, что ты по-русски что-то не так говоришь, но это. А, Да, для людей это понятно, потому что человек живет там всю свою жизнь в другой стране, естественно. Мой тебе комплимент, потому что ты говоришь без акцента на русском. То есть вот вам представитель билингвизма, тоже отдельная тема. Так вот, давай мы с тобой начнем с вопроса, действительно, уникальны ли голландцы в том, как они ругаются? И ты сейчас расскажешь, чем же в основном. Там есть подгруппы, но основная группа ругательств, расскажи нам о ней. но основная группа ругательств это болезни. И, на самом деле нидерландский язык здесь прям вот не то, что прям уникальный в мире. Мы знаем точно, что есть, достаточно много тоже болезней в португальском языке, в польском, в идиш. Вот, но вот что интересно в нидерландском, это что здесь прям вот как-то они прям очень часто и очень много вариаций. Да, и насколько мы знаем, насколько историки знаем, что, наверное, самая первая такой вот болезнь, это была здесь лепра, такая страшная болезнь, да, от которой прям вот в мучениях реально умирали, там, ну, мы говорим прям реально про средневековье, конечно, да, вот поэтому вот это вот мелацхайт, да, мелаца, да, там вот это вот как бы, и это, да, ты тогда грязный, тебя не хотят дотрагиваться до тебя, да, вот эти вот все у тебя раны, ты в одиночестве, потому что ты изолирован, да, то есть вот про, прокаженный, прокаженный, как по-русски говорят, да, вот, то есть Прокаженный. Мгм. прокаженный, да, вот, то есть вот это прям вот страшно было, да. Ну вот, и в голландском языке же есть такая вещь, ты можешь говорить, ну ты там прокаженный, или да, там, а можно сказать, да, получи это. Вот есть такая вещь, как krijg de, да, Крайх де и вот клеер. krijg de tering, krijg de tyfus, krijg de это, krijg, то есть получи эту болезнь, получи эту, получи. И поэтому огромное количество вариаций. Поэтому кажется, что, боже, голландцы только ругаются болезнями. На самом деле, может быть, болезней не очень много, но просто вариаций куча. Да. Знаешь, что интересно про болезни? Вот не знаю, как историк, как ты объяснишь этот момент, а, что болезни ушли, а
ругательства остались. И с чем ты М. вообще связываешь? Смотри, ведь не только у нас, вот моя бабушка, она, когда ругалась, она говорила, тоже могла говорить, не совсем это уникальный голландский, да, в русском тоже есть, но меньше. Например, она говорила: "Чума тебе на голову", да, но бабушка, да, сейчас никто так не говорит. А у голландцев это осталось. Во-первых, откуда оно взялось? Можешь ли ты объяснить, связано ли это, ведь несколько теорий: кальвинизм, протестантизм, католики и так далее. И какие вот теории есть, и почему все-таки эти болезни остались, и они ведь взаимозаменялись? Чума уже не актуальна. Да и тиф с плевритом, слава богу, практически остались в прошлом. Но только не в голландском языке. В голландском языке эти устоявшиеся болезни продолжают быть ругательствами. Но что самое интересное, что корона, эпидемия которой была совсем недавно и которая тоже была очень серьезной, никак не прижилась в языке. Поэтому давайте посмотрим, как происходит такая градация в ругательствах, когда болезнь уже ушла, а ругательство осталось. Сейчас у нас, да. Да, ты права. Смотри, понимаешь, действительно, вот что касается чумы, это прям такая очень страшная болезнь, которая была в Нидерландах. Здесь было несколько огромных эпидемий, да, начиная с середины XIV века, да, до, в принципе, конца XVII. Вот последняя такая волна чумы – это у нас 1660-е годы. Кстати, в 1663-м умирает Генри Кистофелс, вот последняя жена Рембрандта, скорее всего, от чумы, да. И это люди просто теряли так много людей, детей, любимых, да, от чумы, что это просто погрузилось, что ли, вот это вот ДНК, да, вот в это вот. То есть когда мы сейчас говорим там, да, крэх де пест, там, пест, дит, пест, 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 мы же уже не думаем реально прямо вот этой болезни, что, боже, у меня там все умерли от нее. Нет, конечно. Но это просто уже вошло в язык. И это достаточно резкое слово, достаточно такое коротенькое слово, то есть ты просто часто его используешь. И мы видим то же самое действительно с другими болезнями, да, то есть тиф там или холера, или там, то тоже уже, ну, слава богу, да, в Голландии или в Европе мало кто этим болеет, а если даже и болеет или там приехал из других стран с такой болезнью, то это все лечится, да, все равно. Но, понимаешь, дело в том, что это затягивается, вот этот вот язык, это становится тоже просто модно, потому что мы всегда свойственны копировать слова, которые просто вот везде, везде говорятся. Историки вообще думают, что вот это вот постоянные болезненные вот эти вот темы, что это очень амстердамская даже тематика. Потому что Амстердам всегда был прям вот центром, в принципе, планеты, особенно 17 век, да, это вообще вот как бы Ост-Индская компания, здесь сюда действительно все приезжало, и все здесь сводилось, и уже был очень мультинациональный город уже тогда, да, там в 16 веке уже. Но так ли уникальны голландцы в своих ругательствах? Причем здесь идиш и евреи, как повлиял кальвинизм на ругательство, а также откуда это распространенное выражение «krijg de» плюс заболевание, то есть «получи заболевание». И тоже очень много евреев, тоже очень еврейский город. Очень, да, поэтому второе название Амстердама – это, кстати, Моукум, да, что переводится с идиш как место, безопасная гавань, наше место, да. Вот, и поэтому тоже просто, видимо, слышали достаточно много идиш слов, да, ругательств, тоже вошло, и просто стали друг друга копировать. А еще нужно представить себе, да, что мы живем в стране, где, конечно, главная религия в конце 16 века стала кальвинизм, да, то есть это одно из ответвлений протестантизма, да, и здесь верят, и кальвинизм – это религия предопределения. То есть, что, как сказать правильно, что как бы уже когда мы рождаемся, да, Бог уже знает, нужно ли тебе спасение, будет ли тебе спасение или осуждение, да, это все по воле Божией. Поэтому если ты кому-то говоришь, да, а получи-ка ты тиф, да, а заболей-ка ты раком, понимаешь, то это значит, что ты плохой настолько человек,
что Бог тебя предназначил для мучений, да, и для вот этой вот ужасных болей. Потому что, представляете, как люди болели, да, без Мгм. вообще облегчения, вообще без лекарств, да, это же был просто кошмар, да. Поэтому вот это предназначение, да, вот это вот предопределение, это типа, о, да, вот ты, вот Бог тебя вот туда хотел, все. Да, в голландском есть такое слово флюка или флюка, да, это когда мы проклинаем, и у нас, в принципе, проклятие тоже на этой основе. Нормальное слово там дондер, да, гром, и вот дондероп, громыхай отсюда, потому что Господь гром и молнию наслал, и у нас там бликсимкинд, вроде бы, если переводить дословно на русский, чушь какая-то, да, дондероп, громыхай отсюда, да, но это связано с тем, что Господь проклинает, и поэтому для кальвинистов, видимо, это было самое страшное, что может быть, табуированная тема, одно из предположений. И вот Да и вообще как бы болезнями. религия очень сама по себе табуированная тема, да. Раньше же реально нельзя было говорить «Хотфор дома», Да, да. я застала еще это времена, когда Хотфор дома нельзя было Ну, говорить. на самом деле в каких-то регионах, особенно в очень религиозных, до сих пор это прям вообще нельзя говорить. Да, потому что это вот как бы ход фордома, да, то есть, или то есть он тебе, то есть боженька тебя, вот, да, э, и, эм, Ну, по и телевизору, Аня, все-таки мы не говорим Хотфор дома, да, и если да, ты не говорим, до сих в пор не. приличных компаниях сидишь, там, чтобы нас не запикали, э, вместо Хотфор дома мы говорим, что заменяем ход на Потфор дома, смягчаем это несколько. Говорят, подфордома, подфордикома, подфордридыблчес, то есть что-то делают из этого всего, да, так, такое более детское, более легкое, что просто не прозвучало это. Вот, но это все связано с вот этим вот, с Богом, да, какая роль Бога у кальвинистов, да, потому что Кальвин уже объяснял, да, его философия, это что Бог, его законы вообще-то стоят даже над законами государства, да, то есть, в принципе, даже в каком-то смысле, ну, какой-то залог демократии тоже, что ты можешь сопротивляться, да, законам человека, если на самом деле то, что нужно по законам Бога, важнее. Поэтому это настолько важная вещь, что, конечно, это просто табуировано со всех сторон. Поэтому ругаемся. Да, да. Слушай, знаешь, что интересно? Я сижу и думаю сейчас с точки зрения лингвистики, если мне все время говорят, кто учит язык, ну ведь если это перевести на русский, то совсем это и ничего такого страшного. Я все время пытаюсь сказать, что язык это не только грамматика, а все-таки нужно понимать, какие слои культурные над этим лежат. Потому что сейчас мы перейдем к тому, что вот эти болезни, которые ты говорила, pest, TIF, да, они отошли, и на первом месте у нас сейчас какое самое ругательное слово, какая болезнь современная? Вот ты имеешь в виду conquer? Conquer, да, conquer. Но это прям очень грубо. Да. На самом деле это прям настолько грубо, может быть, у вас все-таки в Роттердаме больше этим ругаются, потому что там все-таки ну, более грубоватые люди все-таки, да, Ну, такой очень грубо, но за это можно прямо получить по да, лицу. да, да, Прям. да. То есть, в принципе, так ругаться, ну, вот если вы учите нидерландский язык там у Маши, пожалуйста, не надо, потому что это, ну, это прям реально не окей. Да. И действительно, смотри, как перекладывается. Если, ну, мы сейчас скажем номер один, ну, там, в Роттердаме ругательство, ну, в Амстердаме тоже это conquer liar. Если мы будем его переводить действительно дословно, liar– это тот, кто страдает от этой болезни, то есть страдающий раком. Но это же не прямое значение страдающий раком. Conquer liar, когда трансформировался вот так культурно, перешел в очень плохие слова, типа мразота, гад, в общем, самая высшая степень гадостности. И ничего это, если это говорить о переводе, то есть это уже ничего с раком-то и не имеет общего. Ну, смотри, в принципе, да, но с другой стороны, вот недавно, вообще недавно, лет 6 назад, была прям такая вещь, знаешь, вот в Голландии там мальчик 18-летний умер от рака, и он перед смертью прям боролся за то, чтобы в обществе отменили эти ругательства со словом «канкер», да, то есть это был вообще там 19-20 год, если не ошибаюсь,
И это прям вот об этом было прям в статье написано, да, что вот надо отменять, нельзя, потому что, конечно, вот это до сих пор болезнь, которая, конечно, везде, повсюду, и каждая семья каким-то образом связывается с ней, да, поэтому она еще слишком больная, что ли. Но с другой стороны, смотри, можно сказать, а короной-то мы тоже только-только переболели, да, прям вообще актуальная. А почему-то мы все-таки как-то не ругаемся, не говорим, ну, крех, я иду корона, то есть никогда такого не Да, слышала, да. никогда такого не слышала, да. Историки, в принципе, говорят такую вещь, что когда мы ругаемся, когда что-то достаточно уже далеко от нас, да, или когда, и поэтому, когда еще, может быть, корона еще просто не пережила вот эти вот годы, да, и просто считается немножко странным, типа, что, почему корона только что была, зачем, чего вообще, как бы она только что прошла вообще-то. То есть как немножко было бы, наверное, почти что смешно, если бы кто-то это сказал. С другой стороны, а вдруг кто-то так скажет, а у тебя там вот любимая бабушка только что, да, умерла от короны. То есть это, то есть просто еще не вошло вот в этот вот быт еще в язык, да. Ну да, Или, это... может быть, недостаточно долго было в нашей жизни. Я думаю, Понимаешь? это связано с этим, это вот лингвисты так рассуждают. И все-таки, конечно, было много смертей, особенно на первом этапе, да, но не настолько это смертоносно, как раньше там лепра, пест, чума или, например, до сих пор рак, да, все-таки рак это такое заболевание. Но самое интересное, что вот ВИЧ, никто не ругается ВИЧ или СПИД, да, вот вообще не вошел в язык никак. Ни разу я не слышала, что... Ну, может, это какие-то совсем стендаперы, но я ни разу не слышала, чтобы в голландском ругался кто-то. Ну да, ты права. Я тоже не могу Да. такого припомнить, да. Вот, поэтому... Значит, у нас по градации это... Не надо этого говорить, conquer, причем так интересно, это все словосложением, да, то есть мы говорим вот эту букву слово на «к» и прибавляем к нему, в принципе, любое слово. Запрещенка в мате. Word mit dem K. Слово на букву К. Поколение постарше, примерно моего возраста, даже не упоминают это слово в суе, а так и называют его. Слово, начинающееся на К. Молодежь, конечно, ругается этим словом через раз. Но почему именно это заболевание стало высшей степенью ругательств? Ты вот только что сказала буква на «к», а вы знаете, что голландцы прям так и говорят? Это «к-ворд», «к-ворд», то есть слово с «к». У меня прям вот родители моего мужа, да, которые сейчас умерли, но которые, конечно, вот настоящие люди там 50-х, 60-х, они прям так и говорили «к-ворд», «к», да, потому что это было так еще неизлечимо, еще намного более, чем сейчас. Это было просто самое страшное. Да, они реально боялись это слово сказать. Ну, у меня коллеги тоже, скажем так, доценты все, да, я никогда не слышу, чтобы они ругают, бывают, говорят какие-то грубости, но именно вот это слово действительно говорят или K-word, или что-то, да. А вообще для словосложения вы говорите K-word, и потом любое другое, какое вы хотите. Если вы ругаетесь на погоду и хотите оскорбить погоду, вы говорите conquer, да, и понеслось. И это действительно в голландском языке считается высшей степенью грубости. Мы все-таки в Амстердаме делаем то же самое, только с другим «к», с другим словом на «к». Давай дойдем, да. Я все-таки никогда почти не слышу вот именно там «конкервир» или что такое, но я слышу «кютвир», «кютфиц», «кют дейт», «кют дат», да, там «кютбаум», «кютхаус», «кютпен». То есть когда что-то не работает, когда что-то там упало, сломалось, не заработало, не поехало, мы все-таки все время говорим другое слово на «к», да? Давай расскажем. Я выделила это во вторую категорию, да, но ты сейчас расскажешь, как все-таки эта категория отличается, например, если сравнивать с ругательством на русском языке. Категория – это интимные части тела. Вот давай расскажи нам про как голландцы ругаются интимными частями тела и в чем особенность. Ну, не очень-то прям уж и ругаются, на самом деле, потому что вот слово, да, вот если мы подумаем о самом главном ругательстве в русском языке, да, мужской половой орган, да, то на букву на «х»,
то здесь нету этой грубости нет в том слове, которое здесь, да, представлено, то есть слово «лил». Да, этого нет такого. Ты можешь даже просто ребенку сказать «Йо, nicht so lülle», да, это означает как бы «перестань болтать», или, как мы говорим, «nicht lüllen, mal putzen», да, Девиз давай. Роттердама на Вот, администрации «nicht города. lüllen, mal putzen» – это очень роттердамское такое высказывание, да, то есть не болтай, а давай работай, да, то есть и это не страшное слово, вот прям вообще, в принципе. Lullig, wat doe je nou lullig, je niet lullen, hou toch op met het gelul. То есть это как не очень страшное слово, да. Мы его очень часто слышим, вот. Кыт – это все-таки, ну, вот просто, не знаю, я думаю, Расскажи, что такое кют, для кто не Кыт – это знает. женский половой орган, да, то есть вульва, есть влагалище, а есть, в принципе, кыт, да, и это Это то, что тоже… в русском языке пиз, ты. да, но здесь все-таки тоже произошло вот то, что его так часто, это слово, коротенькое слово, да, оно просто очень так короткое, быстро его скажешь, оно Ёмкое. отстраивается перед любым словом, да, как я только что сказала, там, кыт-стул, кыт-пен, да, что-то сломал, что-то не работает, так, что люди тоже уже не задумываются, что это женский половой орган, нет больше вот этого, какого-то этой тяжести этого слова, да, мы просто очень привыкли это слово все время говорить, да, если там, не знаю, что-то упало на пол и разбилось, а у тебя тут дети, о, да, ну, сказал и сказал, вообще нет такого, что, господи, что я сказал при детях-то, такого нет тоже, да, вот, то есть как-то табу здесь нету такого особенного. Даже в мире ругательств есть место половой дискриминации, потому что все, что касается мужских половых органов, в нидерландском языке со знаком плюс, а все, что касается женских половых органов, со знаком минус. Мало того, обозначений слова «пенис» у нас гораздо больше, чем обозначение слова «вагина». Почему так происходит? Давайте разбираться. В принципе, тоже логично, потому что, если посмотрим на историю Нидерландов, да, то мы просто массово ушли из церкви, да, это 70-е, да, хиппи, сексуальная революция, потом 80-е, да, это смешанные сауны, это раскрепощение, да, вот как бы уход от вот этих вот догм и церкви, и то, что обязательно нужно, и как бы вот эта вот своя жизнь, да, и тело. Посмотрите, кстати, если, да, подпишитесь на меня вот в Инстаграме. У меня есть в Инстаграме целый отдел моих фильмов, потому что я делала в течение 3 лет реально такие репортажи о жизни в Нидерландах и о нидерландском менталитете. И у меня целый фильм об этом, да, «Мое тело, мое дело», да, где я прям говорю реально с организациями, которые прям защищают наше право на тело. Ты знала, например, Маш? Да вот для меня это было просто вообще… Ты знала, что в Нидерландах даже, а на самом деле официально ты можешь, будучи женщиной, в любом месте, где нормально мужчине снять рубашку, вот как бы верхнюю часть, да, это также дозволено женщине на самом деле, потому что здесь нельзя, чтобы была дискриминация, да, полов, поэтому если где-то окей мужчине снять верхнюю часть, то женщина абсолютно тоже это окей, и нельзя ее никаким образом, да, заставлять там, в принципе, одеться, да. И есть огромнейшее общество там и нудистов, и да, даже это даже не называют сейчас нудист, это называют накт-рекреации, то есть отдых голыми, да, в обнаженном виде, да, потому что нудист тоже уже немножко стало такой, ты нудист, такое клеймо, да, хотя просто как бы тебе нравится отдыхать без чувства вот как бы вот этой вот одежды постоянно, там все застегнуто, да, вот это вот все. И это, получается, это раскрепощение настолько чувствуется в стране, что, наверное, поэтому, да, нет такого прям полностью закрытого и ужасного, что касается половых органов. Да, согласна, с русским языком это сильно констатирует, да, поэтому для голландца, ну да, наверное, может быть, если ты где-то в парламенте выступаешь, может быть, ты не будешь... Хотя я слышу иногда, люля слышу, да, и это действительно переводится дословно с точки зрения русского языка матом, но для голландцев это так не воспринимается. Но знаешь, самое интересное, ты сейчас заговорила про
Кютен Пимел. И я подумала о том, что, и тоже много читала об этом, вот как интересно, что женский половой орган, слов-то не очень много в голландском на это, а вот мужского полового органа очень много. И особенно живя в Амстердаме, ты же живешь недалеко от красных фонарей. Что у нас там в основном показывают? Не женский половой орган, да? Ну, Маш, ты знаешь, это сложилось исторически вообще далеко до того, как вообще существовали Нидерланды или да, Республика 17 века, или даже Кальвин. Вообще-то это мы видим уже там, где инки, и где египтяне, и вообще уже вот, да, вот это время мы видим, что фалусные вообще символы, они просто были везде, вот эти вот, да, там из дерева, из глины, маленькие человечки с огромными, да, членами, это просто вот именно плодородность, да, вот, и всегда это показывается. И сам орган, он тоже, конечно, просто физиологически виден, да, он болтается между ног, да, а наши половые органы, они все-таки всегда спрятаны, и так как произошла, конечно, вещь, которую мы все прекрасно знаем, да, патриархат, то вообще все, что было связано с женщиной, с ее органами, да, с ее наслаждением и ее сексуальностью, было просто под замок спрятано навсегда, да, и только сейчас, вот только сейчас это начинает чуть-чуть раскрываться, но только в очень-очень-очень-очень продвинутых странах, да и то там даже. Я вот живу действительно, да, 100 метров от красных фонарей. Моя соседка, здесь прям за углом, это такая очень известная такая скульпторша и такая феминистка Дениса Розенбаум, по-моему, ее зовут. И она создает вульвы, да, в качестве тоже там подвесок, там как бы там, и у нее все это на витрине выложено, да, ты бы знала, что там происходит на улице, как люди там, да, вот так вот смотрят, фотографируют, о, пальцами тыкают, посмотри, что там, а мы в центре Амстердама. Да. Представляешь себе? Это при том, что весь Амстердам, в принципе, фаллос везде. Куда ни ткни, стоит на него, никто не обращает внимания. А с лингвистической точки зрения смешно, что действительно слов для женского полового органа не очень много. А мужского, Аня, только в обиходе там около 70 слов, представляешь? И самое интересное, что все, что плохо, это будет кют, а лул у нас больше в позитивную сторону. Вот такая дискриминация даже в мате. Вот такая у нас участь, Маша, у женщин. Патриархат, я тебе говорю, да. Следующий эфир нужно будет делать про какой-нибудь там феминизм в языке, мне кажется. Интересная Точно, тема. точно, точно. Слушай, смотри, у нас еще есть в голландском категория, ну, мы ее в одну, она не очень интересная, это животное, ну, что там, их немного, да. Животное, проституция, ну, это в любом языке есть. Ну, окей, гур и гур, да. Вот это обычно у голландцев произношение с этим словом, да, гур, вот это смешно. Ты знаешь, на самом деле, да, вот про проституцию или секс-работницы, это есть, по-моему, во всех языках, да, то есть, что женщин так ругают. На самом деле, у нас даже есть такие вот архивные данные ссор в 17 веке, когда реально там типа муж с женой перессорились, там соседи перессорились, а потом, да, подают на друг друга донос там или там идут там к суде там или к нотариусу, где записывается, что вот он меня так ругал, так ругал, так ругал, и что и там реально очень много тоже слов ругательств со словом гур, да, то есть проститутка. Но что очень странное, это что в 17 веке даже не только смотрели на это слово как секс-работница, то есть делает это за деньги, а вообще сексуальные женщины даже внутри брака. То есть что ты, может быть, слишком это любишь, что ли, или слишком много этого делаешь даже своим законным мужем, все равно типа плохо, не знаю, вот как-то так, да. То есть, слушай, непонятно. А там интересные вот эти вот архивные документы, мы с тобой смотрели, там вот, к слову, проститутка, да, потому что другого я, к сожалению, не могу слова сказать, говорим как есть. Там еще добавлялись всякие болезни. Покехегур, еще какая-то гур. То есть уже с того времени, да, вот
идут уже вот эти болезни, хотя еще тогда идише не так много было влияния. Ну То есть, смотри, потому что, да, это же тоже очень многие болезни, которые переносятся этим образом, мгм. да, поэтому если ты просто в этом бизнесе, и это секс-работница, которая там постоянно-постоянно, то у тебя там и болезни как бы самые разные, да. И вообще вот что, знаешь, как бы с болезнями тоже, я думаю, что многие люди, которые, например, тебя слушают, или которые нидерландский учат, что они, может быть, даже слышали слова, которые ругательство болезней, но их даже не поняли, что это они и есть. Например, слово «тering». Тиринг. Да. Тering, krijg de tering, tering dit, tering, tering. Терингвайф. Ты Чисто роттердамское не терингвайф, Теринг, да. Теринг-Лайф вообще кошмарно. Это очень прям грубое. Мне прям даже стыдно их говорить Да, это на самом говорить. деле. Я такая, знаешь, историк, такая тетя, такая умная сижу и ругаюсь, как я не знаю что. Как Но, сапожники мы ругаемся сейчас. да, да, но Теринг это от туберкулеза идет. Да. И туберкулез, понимаешь, хотя нельзя говорить, что его больше нет, кстати говоря, еще как жив, да, к сожалению. Но, конечно, раньше это была прям очень болезненная, страшная болезнь, да, которая была очень связана с одиночеством, с нищетой и бедностью, да, то есть когда ты нам друг другу, там, человеку это желаешь, это прям вообще, ну все, у Мгм. тебя просто вот вся жизнь, все, да, вдребезги, если у тебя тут туберкулез, понимаешь, да, Ну да, просто... тиринг-лайер до сих пор тиринг-лайер. А Это очень сейчас плохое ругательство. спроси у человека, который вдруг это сказал, повернись на него, скажи: «А ты знаешь, что такое тырик?» Он такой, типа: «Не Да. знаю». Вот Да, да. Это так же, как крайх де клеера. Многие думают, что клеера это типа одежда, но это сокращенное от холеры, и она еще точно. осталась. Это колера, Холера. Мгм. холера, то есть, да. Или даже, знаешь, какое даже слово, Маш? А, такевейф, таке. Мы думаем, такен – это что? Это ветки, что ли? Что они ветками ругаются. А это не такен, а это так. К- И это от французского слова атак, то есть сердечный приступ. Да? То есть получи сердечный Сердечный приступ. приступ. Мгм. Или Да? слово пестен, которое сейчас перешло, А, глагол пестен, да, точно. э, страшное слово детей, по-русски это у нас как не мучают, Буллинг. да, буллинг, Дразнить, да, буллинг, да. да, это тоже произошло от чумы. Как интересно, да, стало глаголом песте дразнить. И это, ну, это не ругательство, сразу скажу, но это вот дразнить, булить кого-то, издеваться над, Кстати, над да, кем-то. действительно, Да, слово да. «пестен» – это же глагол, а там «пест». Да, Мгм, мгм. опять чума, да, Да. права. И по градации тифус у нас, мы все знаем, что это тиф, так интересно, что он ушел в какой-то такой полумат, и можно часто услышать, я не знаю, как в Амстердаме, в Роттердаме говорить, ik heb mijn tyfus gewerkt, например, когда тоже там очень сильно ты переработал, вот, то есть он такой вот, даже не знаю, с чем его сравнить. Знаешь, Маш, я такое слышала, но только от очень молодых людей. То Эй. есть, да, вот таких вот адолесцентов, да, подростков, да, то есть не могу себе представить, что взрослый человек там прям, так прям говорил, ну, по крайней мере, в Амстердаме. То есть так. Да, ну, но это говорит о том, что это тоже ругательство, это не просто Конечно. там что-то такое, это ругательство. Вот. Очень интересно еще, как э, семейные, да, вот мы поговорили про части тела, про животных не очень интересно, ни в качестве ругательств, ни в качестве ласковых слов, потому что вот не надо называть голландцев зайчиками, если ты их любишь. Да, это очень странно звучит. Но интересный тут момент про семью. Что такое теория маленькой семьи и как она, возможно, повлияла на ругательство в голландском языке? Вот мы с тобой тоже говорили, что в голландском не очень много ругательств, которые задевают мать или родственников. Ну, говорят, конечно, у нас даже есть специальное слово, извините, но прямо специальное слово «заниматься сексом». Нöke, да, вот. Ну и говорят иногда, как в русском, даже не хочу это слово говорить, там что-то с твоей матерью, но это меньше, гораздо меньше. Вот как ты думаешь, давай порассуждаем, почему вот этих семейных матов меньше в голландском, чем, например, в том же русском или в испанском, в Слушай, ты знаешь, итальянском? я на самом деле точно не знаю и не видела пока об этом расследовании, на самом деле как-то не встречалось мне, но что у меня вот первое приходит в голову, это на самом деле вообще как бы вот этот вот
а, семья, да, сама по себе на нидерландской территории, скажем так, 17 века, то есть это вот это как раз Северная Республика, свободная свободных провинций, да, которая освободилась от Испании как раз. И вот которая так вот стала такой богатой, да, именно свободной независимой республикой в 17 веке, где как раз жил, работал Рембрандт, Вермеер и все, которых мы так знаем, понимаешь? А на самом деле здесь и родился вот этот вот институт маленькой семьи, то есть где в одном доме на канале живут папа, мама и дети. Без бабушек, без дедушек, без свекрови, без тещи, без там родственников, там, да. И это в Нидерландах тогда было на самом деле достаточно уникальная позиция, что мы тут не живем вот в таком, знаешь, таком, да, вот как вот в Испании или в Италии живут в таком палаццо, окружен такая как крепость, у тебя вся жизнь протекает внутри, там у тебя дети, бабушки, пап, да, все вместе, а за стенами достаточно страшная, я бы сказала, совершенно не безопасная такой мир. Да? А в Нидерландах что мы видим, что уже даже писали туристы в 17 веке, будучи в Амстердаме, что они удивлены тем, как тут выходишь из своего вот этого Герахауза, да, своей двери на канал. Дети играют прямо на канале, то есть прям вот на тротуаре, да, мама, папа, там, то есть типа, они что, не боятся как бы мира, да, что-то такое все тут безопасное, как и так? Почему дети просто, да, не под всякими вот этими вот замками и стенами? И с бабушками. И окруженные, да, нянями, да, и даже, кстати, вот про нянь, тоже очень мало было таких вот типа кормилица или няня, или служанок. То есть в 17 веке в республике было совершенно нормально, что женщина сама кормит, даже если она прям реально высокая, да, вот прослойка общества, богатая. Женщина сама кормит своей грудью, если все есть и все работает нормально, да, если нет, то покупали или брали молоко у минен, да, то есть как раз те, которые продавали грудное молоко, поэтому по-голландски любить до сих пор слово беминен, да, мин, да, и поэтому, может быть, не было такой тоже, как бы, не знаю, какой-то усталости от друг друга, что вот эта теща около меня постоянная, вот ее мама, вот мне уже просто, да, там мозги вот каждый день промывает, вот это вот все, и, может быть, поэтому и нет там, уйди ты, вот это вот там туда-сюда и свою маму вот эту, понимаешь, да? Вдруг от этого, но я, правда, еще раз не знаю точно, да, то есть не надо меня везде цитировать, что Аня Урих это сказала, но это просто такая гипотеза, потому что все-таки я уверена в том, что так, как живут люди и как складывается семья, их жизнь и менталитет, очень, конечно, связан с языком. Абсолютно. Есть такое понятие, что даже в голландском есть разница между ругательствами юга и севера. И действительно, Рандстад, так называемый, это Амстердам, Роттердам, и туда северная часть, это вот больше болезни. А как раз католики, у нас вниз же идут католики, Брабант, весь католический, Флардинге, только сейчас стали ругаться болезнями, до этого меньше ругались они. Вот. И у них там больше как раз семейных вот этих вот ругательств, которые там маму упоминают, бабушку и папу, да. А у нас особо и нету такого. Мало того, что интересно, это немножко не в тему, но будет интересно для языковедов и кто учит язык. У нас даже очень красиво называют тещу или семью мужа, или семью жену, да, schoonmoeder, schoonvader, да. Это не про чистый, это про красивый и чистый в значении уважения, да, вот как интересно. Это, кстати, уникально, чтобы так называли уважительно, так обращались к теще или к... Кто у нас там по-русски? Теща Свекровь. И свекровь. Да. Ну, поэтому вот не ругаем мы их семью. Вау, действительно, schoonheid, schoonmoeder, schone, да. Интересно как, да. Вот видите, оказывается, да, что голландцы, с одной стороны, так странно себя ведут с болезнями, а с другой стороны, как-то более уважительно, оказывается, с семьей. И не подумали бы, может быть, да? Да. Что мы можем, какой мы можем сделать вывод вот из этого всего, что мы сейчас
проговорили. Сразу скажу для телезрителей, естественно, мы читаем кучу литературы, Анна как историк, я как лингвист. У нас не очень много людей, которым занимаются вот матом, непосредственно нидерландским, пару историков, пару лингвистов и историков. И нету, с точки зрения лингвистики, нету одной теории, почему Нидерланды ругаются болезнями. И да, действительно, Нидерланды в этом не уникальны, но по количеству и как это употребляется, это одна из уникальных в лингвистическом плане стран. Как историк, Ань, какой ты вывод сделаешь этого расследования? Протестантизм, кальвинизм, да, и вот эта вот идея, да, именно то, что у тебя могут эти болезни быть, это значит, да, вот самое ужасное, что к тебе пришло, а если это к тебе придет, значит, типа заслужил, потому что Бог всем этим руководит. То есть это не просто, что тебе там не повезло, ой, бедный, там, да, заболел, а типа, ты такой плохой человек, что это на тебя пришло. Или получи это, потому что ты плохой человек. Мне кажется, это очень важная здесь вещь. Слушай, ну вообще логично же, да? Никто же не хочет болеть. Это до сих пор самое страшное, даже при наличии денег, если ты заболеешь какой-то страшной Все. болезнью. Да, и Да, если ты даже король, император, да. ты болеешь так же ужасно, там, лепра, да, или тиф, у тебя так же проходит, как у другого человека. Это просто реально, потому что Богом дается, и это самый ужас. Да, я сейчас вспомнила наше роттердамское плюроп. Тоже опять, да, все с болезнями. Да, дословно это пошел на. По-русски это будет переводиться любой переводчик, а по-голландски, не знаю даже, как это перевести дословно, плюроп. Опять плюриш. Получи плеврит. Плевритий отсюда. Что-то типа такого, да? Страшное заболевание, кстати, очень много умирали от плеврита, от воспаления легких, то есть вот чехотка, да, то есть Да, заболей чехоткой. да. Вообще, конечно, просто вот все, что вообще как невероятно кальвинизм повлиял на эту страну, я просто хочу сказать вот всем, кто смотрит этот канал, просто вот это видно в каждый день, на каждом углу, на каждой улице. Вот я недавно в своем YouTube-канале выложила небольшой разговор, да, как бы мой рассказ о том, почему у нас шторы так часто открыты, и как это связано с кальвинизмом, да, с вот это вот как бы именно перед обществом, перед Богом, показать, какие мы хорошие, да, что это такое. Это потому что это реально может быть самый задаваемый вопрос мне во время моих экскурсий. Мгм. Да, и тоже это связано с кальвинизмом. Вот эти вот болезни, этот вот страх, да, и наказание Бога связано с кальвинизмом. Да, и вот, то есть это очень важная вещь, переход из католицизма в протестантизм, да, и идеи Кальвина. Да, имейте в Да. виду, просто реально, даже если человек вообще атеист полный, в церковь не ходит, даже Кальвин не знает, что такое, это уже в системе, это уже в ДНК, да, вот как бы любой человек скажет, почему не открыты окна, мне нечего скрывать, и как Никстефа Бераха, да, будет использовать эти болезни, которые он тоже не помнит ничего, но все равно это уже вот в этой вот в Культурной человеке ДНК, да. культурная ДНК именно. Очень Да. рекомендую посмотреть канал Анны, посмотреть фильмы, потому что для всех, кто изучает язык, еще раз, язык — это не просто грамматика и слова. Каждое слово, поэтому нет дословного перевода. Нужно понимать, что они под собой значат, почему люди говорят так и почему они делают так. И тогда, возможно, понимая это, вы сможете лучше подружиться с голландцами, лучше понять эту культуру, понять, как взаимодействовать и лучше выучить язык. Аня, огромное тебе спасибо. Ты просто кладезь знаний. Спасибо Надеюсь, что мы огромное. еще поговорим о многих-многих. Я знаю еще, куда тебя пригласить. Тебе это будет очень интересно. Про феминизм это точно, это твоя тема. Да. Супер. Будем с голландцами разговаривать о феминизме. Ну, было с тобой очень интересно об этом разговаривать вообще, да, и спасибо всем, что слушал. Hey, shit. Shit! Ja, shit, kijk. Chips, ja. Au, oké. Oeh.
Zo. Shit. Oh shit! Nee, niks shit. Chips. Mama zei chips. Ja, chips, precies. Hè, verdomme, wat is zo. Verdomme! Nee, ook geen verdomme. Mama zei geen verdomme. Nou, kom op, ga de keuken, alsjeblieft. Ik wat een teringzooi. Teringzooi! Nee, ook geen teringzooi. Kom op, hollen uit de keuken. Laat me mijn vreten koken.